Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, какие иконы должны быть у вас дома, в каком углу они должны висеть, как правильно их повесить и на какие моменты стоит обратить внимание, чтобы в вашем доме всегда было изобилие, достаток и благополучие. Потому что иконы имеют, друзья, очень важное значение. И многие игнорируют те правила, которые передавались нам от наших предков. Давайте с вами разбираться. Как вы знаете, иконы играют очень важную роль в нашей православной культуре. И, конечно же, для многих людей важно знать, как же правильно разместить их в доме. Конечно же, в современных условиях многоквартирных домов и в частных домах традиционные представления о размещении икон в доме могут меняться. И если раньше красный угол или место для икон было тщательно выбрано и заранее предусмотрено в строении дома, то сегодня люди, к сожалению, сталкиваются уже с другими факторами при выборе места для того, чтобы помолиться, для того, чтобы зажечь свечу и так далее. И, конечно же, нам нужно с вами понимать, а где же должны находиться иконы. Дело в том, что некоторые люди предпочитают размещать иконы в гостиной, кто-то в спальне, для того, чтобы они были видны и доступны для молитвы и для проведения практик. Другие выбирают более традиционный подход и создают специальный уголок для икон, независимо от его расположения в доме. Но, несмотря на изменения в традициях, важно помнить о некоторых основных принципах размещения икон в доме. Это включает и выбор места, где иконы будут находиться, и также иконы не должны быть подвержены повреждениям, а также вы должны выбрать удобное место доступа для молитвы и для того, чтобы вы могли помолиться и почитать. Конечно же, вы должны понимать и то, что при создании иконостаса важно помнить его первоначальное предназначение. Это место для молитвы и почитания святых образов, а не просто предмет роскоши или какая-то коллекционная выставка. Поэтому очень важно соблюдать баланс и не увлекаться слишком богатыми декоративными элементами или избыточным количеством икон. Иконостас должен быть украшен так, чтобы отразить свою роль как святое место, но не до такой степени, когда его украшения отвлекают от духовных аспектов. Поэтому старайтесь избегать слишком ярких и излишне роскошных декоративных элементов, которые могут создать впечатление культа материальных ценностей. Конечно же, иконостас должен быть функциональным и удобным для молитвы. Это означает, что иконы должны быть расположены таким образом, чтобы были доступными для чтения и почитания. Поэтому не перегружайте иконостас излишним количеством икон или декоративных элементов, которые могут помешать вам молитвенной практике. А теперь давайте поговорим о том, где можно вешать в доме иконы, а где нельзя. Давайте начнем со спальни. Дело в том, что спальня является одним из самых, наверное, интимных и личных мест в доме. И, конечно же, для многих людей возникает вопрос, а можно ли вешать иконы в спальне? Конечно, это у некоторых людей вызывает некоторые сомнения и размышления. И, конечно же, некоторые верующие люди предпочитают вешать иконы в своей спальне, чтобы это им напоминало о духовных ценностях и помогало поддерживать духовную связь в самые, наверное, сложные моменты жизни. И поэтому, создавая вот таким образом атмосферу покоя и благоденствия, конечно же, нужно помнить о важности духовной жизни во всех сферах их существования. В традиционном христианском понимании супружеская близость не является грехом, если она происходит в рамках законного брака. Таким образом, для венчанных супругов наличие икон в спальне не должно являться проблемой, а может быть даже скорее символом благословения и защиты для их семьи. Однако каждый человек имеет свои определенные религиозные убеждения, предпочтения, поэтому каждый человек решает сам, стоит ли ему размещать иконы
иконы в спальне или нет. Для тех, кто хочет повешать иконы в спальне, и существует, конечно же, альтернатива. Для этого вы можете повесить святых Петра и Февронии, которые являются покровителями семейной жизни и верности. Это может стать символом защиты и благословения для супругов, независимо от того, где находится спальня. Далее кухня. Кухня, друзья, это не только место для приготовления пищи, как многие думают, но и сердце дома, где семья собирается вместе, чтобы насладиться общением и, конечно же, питаться, принимать пищу. Поэтому размещение икон может стать символом благословения для домашнего очага и придать этому пространству особый смысл. Поэтому на кухне, как правило, размещают образ Спасителя или тайную вечерю. Это может стать символом благословения для приготовления еды и для общения за обеденным столом, потому что эта икона напоминает нам о благодати и щедрости Божией, которая сопровождает семью в ее повседневной жизни. Выбор места для размещения иконы над обеденным столом или на застекленной полочке в кухонном шкафчике поможет создать атмосферу святости и благополучия во время приема пищи. Конечно же, размещение икон на кухне имеет и глубокий символический смысл. Это не только напоминание о духовном в нашей жизни, но и выражение признания важности благословения Бога для всех аспектов нашей повседневной жизни, включая приготовление пищи, беседы, семейные обеды и так далее. Конечно же, вы должны и понимать о том, что иконы не стоит размещать слишком близко к плите, хотя бы для того, чтобы избежать попадания жира и водяного пара на святыне. Поэтому застекленная полочка в кухонном шкафчике или свободное пространство над обеденным столом – это отличные места для размещения икон, которые будут как духовно, так и практически помогать вам создавать атмосферу святости на кухне. Далее гостиная. Знаете, гостиная в доме часто является местом для встреч с друзьями, с близкими, с родными, с семейными посиделками. И, конечно же, это место, где люди проводят время в общении, расслабляются и отдыхают. Именно здесь, в гостиной, можно создать и особое место для молитвы, и это создать красный угол. Вы должны понимать и то, что красный угол – это место в доме, где размещаются иконы, свечи и другие религиозные атрибуты. Это своего рода место для воспоминания о духовных ценностях и обращения к высшим силам. И именно в гостиной, как самой посещаемой и в уютной комнате в доме или в квартире, красный угол может стать особым центром духовной жизни семьи. В гостиной легко создать красный угол, который будет служить местом для молитвы. Вы можете выбрать удобное место у стены, где не будет мешать обстановка, мебель, и разместить, например, там иконы, святые книги, свечи. Это должно быть уютным и приятным местом для проведения практик. Также создание красного угла в гостиной может стать замечательной семейной традицией, где вся семья может собираться для общей молитвы, для чтения священных текстов или просто для того, чтобы помолиться. И вот именно это, возможно, укрепит духовные связи в семье и будет передаваться вот такая традиция с поколения в поколение. Далее коридор, друзья. Вы знаете, коридор в доме или в квартире воспринимается как проходное место, где принято размещать всевозможные функциональные элементы, такие как вешалки, обувницы, зеркала. Однако для некоторых людей коридор может стать местом для создания особого уголка, красного угла, который будет напоминать им о духовных ценностях и служить защитой дома. Многие хозяева квартир предпочитают размещать икону над входной дверью в качестве символа защиты и благословения для дома и его обитателей. Однако из самых популярных икон, которые, как правило, устанавливают над входной дверью, является икона Покров Богородицы, которая символизирует материнскую защиту и поддержку.
Кроме того, некоторые люди предпочитают размещать не только одну икону, но и изображения святых, которые считаются особыми защитниками дома. Среди таких святых часто упоминается святой Георгий Победоносец, святой Николай Чудотворец и икона Божьей Матери «Нерушимая стена». Для многих верующих эти иконы служат символом духовной защиты и поддержки в повседневной жизни. Поэтому здесь вы для себя самый на интуитивном уровне должны принять решение, какую икону вы хотите повесить над входной дверью. Далее давайте уделим внимание детской комнате, потому что детская комната, как правило, то место, где дети проводят большую часть времени играя, учатся, отдыхают. И, конечно же, создание красного угла в детской комнате может быть не распространено, но вы можете разместить икону ангела-хранителя над кроватью вашего ребенка. Это будет даже разумным шагом, который добавит в такую комнату духовную атмосферу и будет защищать ребенка. Также обращаем ваше внимание, икона ангела-хранителя может стать местом, где ваш ребенок будет молиться и выражать благодарность за радости, за благополучие, а также обращаться за помощью в трудные минуты. И, как правило, размещать такую вот икону ангела-хранителя в детской комнате рекомендуем вам над кроватью именно ребенком или над изголовьем кровати. Таким образом считается, что ангел-хранитель будет буквально над ребенком, будет бдить за его сном и оберегать его от всего плохого. Далее рабочий кабинет. Рабочий кабинет очень часто бывает, что люди имеют в своей квартире, там, где они проживают, они работают, занимаясь какими-то деловыми и творческими задачами. И, конечно же, в этой атмосфере, вот этой стресса, создается уголок с помощью иконы, и это может стать вот каким-то источником для вас утешения и поддержки. Как правило, люди предпочитают размещать икону своего святого покровителя на рабочем месте, будь то в офисе или в домашнем кабинете. Это может быть иконопись святого, которого человек почитает и к которому испытывает особую привязанность. Размещение иконы в рабочем кабинете создает духовную атмосферу, которая будет способствовать внутреннему спокойствию и вдохновлять на творчество. Далее, друзья, в нашем доме есть пространство, которое мы с вами используем для своих ежедневных нужд, и вот которые не подходят для создания красного угла. Это ванная комната, это туалет, кладовка, это те места, где создание вот красного уголка будет просто неуместным и даже кощунственным. Дело в том, что ванная комната и туалет – это места, где мы с вами занимаемся гигиеническими процедурами и поддерживаем чистоту. И вот создание красного угла здесь будет неуместным, потому что это уже противоречит целям этих пространств. Более того, изображения святых или икон могут быть подвержены воздействию влаги и пара, что также может навредить им. Далее кладовка. Это место, где мы с вами храним различные предметы, инструменты, другие вещи, которые не имеют отношения к духовной практике. Поэтому создание красного угла здесь также будет неуместным, так как это пространство предназначено исключительно для хранения и организации вещей. Обратите на это внимание. Поэтому в таких местах ни в коем случае не стоит этого делать. Теперь давайте поговорим о том, какие именно иконы должны быть в домашнем красном углу, потому что создание домашнего красного угла – это важный аспект духовной жизни семьи. Он служит местом для молитвы, для прочтения, для поклонения, для духовного вдохновения. И выбор икон, вы знаете, для красного угла в каких-то случаях может быть не таким уж простым. Хотим дать некоторые рекомендации, как правильно выбирать иконы для вашего дома или квартиры. Одной из основных икон, которые должны присутствовать в домашнем красном углу, является православный крест. Он символизирует жертву Христа и его спасительное действие для всего человечества. Желательно, чтобы крест был увенчан над иконостасом или размещен на самом верху красного угла.
Следующими важными иконами для красного угла является изображение Иисуса Христа и Его Матери. Их положено размещать справа и слева соответственно. Эти священные лики представляют основу веры православных и служат напоминанием о спасении через Иисуса Христа и роль Богородицы в этом процессе. Для каждой семьи важно иметь изображения святых, которые особенно почитаются и считаются покровителями. Это могут быть святые, чьи имена носят члены вашей семьи, или те, к кому вы обращаетесь по какой-то своей проблеме, нужде. Размещение икон святых покровителей в красном углу создаст ощущение защиты и благословения для вашего дома. Кроме основных икон, вы можете выбрать икону, к которой будете обращаться в случае каких-то трудностей и проблем. Это могут быть иконы неупиваемая чаша, усмирение злых сердец. И размещение таких икон в красном углу поможет вам обратиться к святым за помощью и поддержкой в трудные моменты. Главное, вы должны понимать, что не нужно создавать в красном углу огромную коллекцию икон. Главное, чтобы каждая икона, которая размещена в красном углу, она была почитаема в вашей семье, и каждый член семьи знал, кто на ней изображен, как и когда к ней или к этой иконе обращаться в молитве. Это очень важно. Кроме того, давайте немножко поговорим и вот о чем. Многие люди предпочитают разнообразие и привносят в свой дом уже собственные творения или подарки от близких. И здесь мы говорим о вышитых или нарисованных иконах, которые созданы с любовью и заботой. Во многих православных семьях образы, сделанные своими руками или подаренные близкими, занимают почетное место в домашнем красном углу. Эти иконы не являются предметами, на которые можно смотреть без внимания. Они несут в себе душевные усилия и благословение тех, кто их создал или подарил. Однако перед тем, как начать молиться перед такой иконой, обязательно необходимо ее освятить. Поэтому желательно получить благословение у священнослужителя в церкви. С другой стороны, такие вещи, как календари, постеры, даже если на них и изображены святые, не являются иконами и не подходят для размещения в красном углу. Вместо этого их следует хранить отдельно. Однако, когда такие календари или постеры исчерпывают свое назначение, не следует их выбрасывать на свалку. Помните, что на них изображены святые, поэтому лучше сжечь или их отнести в церковь, чтобы таким образом избавиться от них. Помните, пожалуйста, об этом. Теперь давайте поговорим о расположении икон в домашнем красном углу. Как правильно выбрать место для каждой иконы. Итак, икона Спасителя Девы Марии должны занимать особое место и вешаются выше остальных икон. Если у вас есть старинные или особенно почитаемые образы, они могут быть размещены в центре вашего красного угла. Если икона старая или краска на ней почти стерлась, ее лучше разместить чуть дальше от других икон, либо временно запереть в киоте, чтобы избежать дальнейшего износа. Возможно, вам также захочется передать старинные иконы в церковь для более качественного ухода и сохранности. Если все иконы стоят на одной полке или на тумбочке, то самое почитаемое – это Иисус Христос, который размещается в центре. Справа и слева от него можно расположить образы Святой Троицы и Богоматери, а остальные иконы по краям. Вместо полки вы можете использовать тумбочку, столик или консоль для размещения икон. Важно помнить, что эта мебель должна быть предназначена исключительно для икон, без того, чтобы туда добавлять фотографии или какие-то предметы обихода. Кроме того, иконы не следует ставить или укладывать одна на другую. Каждая икона должна иметь свое собственное место и пространство для почитания и для молитвы. Конечно же, каждая икона требует и особого отношения и ухода. Правильное расположение и уход за иконами помогут сохранить вам священность и духовную атмосферу в вашем доме. Некоторые иконы, как вы знаете, имеют петельку для того, чтобы их повесить, в то время как другие предназначены для размещения на полке. Если у иконы нет петельки, не следует прибивать ее гвоздем, чтобы избежать повреждения изображения святого или его одежды. Важно выбирать место для иконы так, чтобы она была видна и
одновременно оставалась в безопасности от повреждений. Хотя существует, знаете, такое мнение о том, что все иконы должны быть написаны в одной манере. Это скорее стиль, а не строгое правило, потому что часто иконы собираются в течение жизни, получая в наследство, в подарок или, возможно, привозя из каких-то паломнических поездок. Главное, чтобы каждая икона была почитаема и приносила вам духовное утешение в вашей семье. Считается, что иконы лучше ставить на полку, чем вешать на стену. Это старинная традиция, хотя в современных условиях уже многие иконы предназначены для того, чтобы их повесить на стене. Что еще можно, друзья, расположить по соседству с ликами святых? Это могут быть веточки вербы, березы, цветы, освященные в церкви во время Пасхи или других церковных праздников. Это может быть, кстати, прекрасным дополнением к домашнему красному углу. Они символизируют жизнь, обновление и благословение. Кроме того, в домашний иконостас можно украсить вышитыми полотенцами. Это может быть традиционное полотенца, и потому что такие полотенца придают красоту и дополнительный духовный смысл дому. Кроме того, могут быть освященные свечи, быть размещены в домашнем красном углу, как символ света и благословения. Их можно зажигать во время молитвы или также на православные праздники, чтобы созерцать свет во имя веры. Далее может быть маленькая лампадка, которая может быть размещена рядом с иконами. Конечно же, лампадку зажигают во время молитвы или на особенно значимые духовные праздники. И знаете, что еще? В старину наши бабушки прятали деньги за иконами, веря, что таким образом это поможет уберечь их от воровства. Однако вы должны понимать, что святые лики и деньги, да, это не лучшее соседство. Поэтому, если вы хотите сохранить свои деньги, то ни в коем случае не размещайте их возле икон. Что еще хочется добавить? Да, хочется добавить то, что если у вас дома есть иконы, то вы должны время от времени протирать пыль с иконы и собирать паутину, потому что чистота – это важный аспект ухода за иконами. Не размещайте иконы, пожалуйста, в помещениях с высокой влажностью или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к повреждению красок и изображений на иконах. Также иконы не следует вешать в очень жарких или слишком холодных помещениях, потому что такие температуры могут повредить материалы, из которых изготовлены иконы, и вызвать, соответственно, их деформацию. Также обращаем ваше внимание, если ваш красный угол расположен в очень освещенном месте, не забывайте использовать занавески или шторы на окна, чтобы предотвратить прямые солнечные лучи на иконы. Это поможет сохранить яркость красок на иконах. Также, если вы используете лампадку или другие источники огня возле икон, убедитесь, что легко воспламеняющиеся материалы удалены от икон, и чтобы исключить любую пожароопасность. Вот такой, друзья, очень важная и ценная информация мы сегодня с вами хотели поделиться касательно икон, в каком они должны быть углу и как что правильно делать. Друзья, понравилось видео, ставьте лайк, в комментариях поделитесь своим мнением, нам интересно. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, друзья, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально, друзья, в следующем видео.